Зеленский летит в Вашингтон. ФСБ заявила о подготовке теракта, а под Москвой поймали киллера. Это новости воздух на Ходорковский лайв. Подписывайтесь и ставьте лайк, так это видео увидит больше людей. А мы начинаем. Если мир в Украине не наступит быстро, он может не наступить вообще. Такой пугающий прогноз сделал Дональд Трамп. Накануне американский президент встретился с британским премьером в Вашингтоне. Кир Стармер и Дональд Трамп дали совместную пресс-конференцию, значительная часть которой была посвящена мирному урегулированию конфликта в Украине. 47-й президент США заявил, что никто больше не хочет платить миллиарды долларов за бессмысленную войну. И про НАТО Украине снова предложил забыть. Зато во время разговора с журналистами в овальном кабинете Трампу напомнили его слова о диктаторе Зеленском, и хозяин Белого дома решил сдать назад. Уже сегодня ожидается визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Украинский лидер прибудет на переговоры с Дональдом Трампом, который уже анонсировал, что во время этой встречи они подпишут сделку о поставке природных ресурсов в обмен на военную помощь. Еще накануне американский президент заявил, что в Украине у США много планов, цитата, «копать, копать и копать». В Москве готовилось покушение на духовника Владимира Путина, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Шевкунова. Об этом сегодня сообщила Федеральная служба безопасности. Силовики заявили, что покушение планировал помощник Шевкунова Денис Попович. Это было предложено под угрозой расправы и убийства моих родственников. А впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона посредством взрывчатки, которая была в виде закладки передана. Также, по словам силовиков, в подготовке покушения участвовал клирик храма в Сокольниках Никита Иванкович. По версии ФСБ, террористы собирались взорвать бомбу в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре. Заказчиком называют, разумеется, украинские спецслужбы. Возбуждено уголовное дело. При обыске у мужчин якобы нашли взрывное устройство и украинские паспорта, причем поддельные. Издание агентства отмечает, что оба фигуранта появлялись на мероприятиях с Шевкуновым, а один даже числится в слитой базе сторонников ФБК. «Новая газета» пишет, что их арестовали еще 12 февраля. Оба находятся в СИЗО. Целью еще одного, уже менее громкого покушения стал лидер националистической группировки «Русский стяг» Евгения Долганова избили неизвестные. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили его родственники через телеграм-канал группы, призвав молиться за него. Долганов – член Русского национального единства. Он сотрудничал с запрещенным в России национал-социалистическим обществом. В 1922 году он поддержал вторжение в Украину и ездил со своим коллективом петь для солдат. При этом 15 его песен и песен его группы в списке экстремистских материалов. А в Раменском округе в Подмосковье задержали киллера, который застрелил 4 членов ОПГ 11 лет назад. По данным телеграм-канала «Шот», близкого к силовикам, он периодически жил в доме в 4 километрах от места убийства. Там его и задержали. 66-летний Петр Аладышев скрывался с 2014 года, когда его объявили в федеральный розыск по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Убитые им 11 лет назад бандиты были членами запрещенной организации «Славянский Союз». Массовое отравление на Дальнем Востоке. В Якутии более 70 человек заразились кишечной инфекцией в медцентре. Свыше 20 из них – дети. Все зараженные находились в Республиканском центре медицинской реабилитации в Якутске. Общее число пострадавших составило 75 человек, 24 из них несовершеннолетние. Следственный комитет ведет проверку, также к ней подключился Роспотребнадзор. Причина вспышки пока неизвестна. Пассажирский автобус в Иркутской области чудом избежал столкновения с поездом. Грузовой состав подходил к автомобильному переезду, когда водитель пассажирского автобуса остановил свою машину вплотную к рельсам. Судя по видео, переезд был закрыт, и автобус стоял в безопасном месте, а после того, как дежурный по громкоговорителю сообщил о приближении поезда, начал движение. В итоге машина встала вплотную к шлагбауму и рельсам. Пассажиры выбежали на улицу. Поезд прошел в сантиметрах от автобуса. Никто не пострадал. И это все новости к этому часу. Подписывайтесь и ставьте лайк этому видео, так его увидит больше людей. Меня зовут Василий Азаров. До встречи.